Всем дизайн! В этом ролике я хочу вам показать свой объект, который я уже показывала на канале больше года назад. И сейчас я вам покажу некоторые интересные решения, которые здесь применены и которые вы можете взять себе на вооружение. Изначально здесь были две отдельные квартиры, которые заказчики захотели объединить в одну площадью 140 квадратных метров. Здесь есть две гардеробные, два санузла, две детские, мастер-спальня, постирочная и просторная кухня-гостиная. Несмотря на то, что архитектура дома больше благоволит к современным минималистичным стилям интерьера, которые приветствуют асимметричные решения, заказчики ориентировали меня на околоклассические интерьеры, которые предполагают симметрию и баланс. Заказчице особенно понравились молдинги на стенах, которые и были в обилии применены в этом проекте. По поводу кухни сразу хотела рассказать историю. Когда работаешь с беременными клиентами, это вообще непредсказуемая ситуация. Но вот в данном случае заказчица очень хорошая. И вот здесь вот она очень хотела белую кухню. Она прям воевала. Она говорила: нет, кремовая не подходит, нужна идеально белая. Прям вот такой холодный белый. Прям вот мы образцы подбирали. Она говорит: нет, не подходит, нужен прям белый. А потом она приехала в салон одна, она уже была тогда беременная, и утвердила вот такой кофейный цвет. А потом написала мне сообщение: Наталья, я не знаю, что со мной было, но я утвердила вот такой кофейный, и мне он так понравился. Вот, в общем, решения меняются в зависимости от вашего внутреннего состояния. Некоторые даже не знают, как называются вот эти вот рельефные штучки на стенах. Называются они молдинги. И стеновые панели, молдинги, как вот здесь вот, это не просто декор для стен, это, можно так сказать, настоящий архитектурный элемент. Потому что раскладка вот таких вот молдингов всегда отталкивается от планировочного решения, от конструктивных элементов, которые находятся там, балки, колонны, карнизы для штор и так далее. Вы все это должны учитывать, если вы хотите такие вот себе молдинги на стенах. Вы должны понимать ритм в интерьере, как он идет, с какой периодичностью необходимо чередовать все эти линии. И вот это, на самом деле, достаточно большой объем информации, где ошибаются даже профессиональные дизайнеры. Мы вот очень много времени посвящаем на курсе изучению вот таких вот молдингов, и там все нюансы проговариваем, как он должен подходить к карнизу, как он должен подходить к плинтусу, при каком расстоянии там у него должна быть вот эта очередность. Очень много ошибок люди допускают, когда самостоятельно раскладывают молдинги по картинкам в интернете, забывая о том, что над дверью тоже должны быть эти молдинги, над окном или под окном, в зависимости от того, как у вас оформлено окно, на потолке что делать с этими молдингами. В общем, непрофессионального человека, который не обладает этими знаниями, по работе сразу видно. Очень много строителей, когда к ним заказчик приходит и говорит: слушайте, как-то пустовато, давайте мы эту стеночку чем-нибудь обыграем. И они говорят: о, а я делал молдинги, давайте я вам тут наклею, и будет у вас все обыграно. И получается все со сбитым ритмом, получается все с неупорядоченностью и без выделения каких-то зон. В общем, ошибок очень много, и не стоит подходить к молдингам легкомысленно. По поводу молдингов на этой стройке вообще произошел забавный случай. Здесь у нас со строителем были специфические взаимоотношения, надо было это, конечно, снимать в формате сериала. Стройка была здесь долго. 2 года она шла. Строителю, видимо, очень нравился этот жилой комплекс, речка рядом, лес, бассейн, гольф-поле. Он всем этим наслаждался, я так думаю. И уезжать отсюда не стремился. А молдинги – это была его персональная боль, потому что он себе придумал, что я эти молдинги, хотя я с ним не была знакома, сделала ему назло. То, что это мечта заказчицы, это у нас забывалось абсолютно. То, что это здесь будут жить заказчики, это нам не важно. Он верил, что это для него персональное страдание от меня. И он мне каждый раз говорил претензию: Наталья Джан, вы видели, сколько молдингов вы здесь налепили? Как я все это буду клеить? Здесь километры этих молдингов. Говорил он мне. Так вот, он все ждал, тянул и оттягивал, надеясь, что эти молдинги как-нибудь сами рассосутся. Я занималась авторским надзором, и я
каждую неделю приезжала на объект и смотрела, какие там изменения. По поводу молдингов не было вообще никаких изменений и подвижек. Я каждый раз, выходя с объекта, звонила заказчикам и рассказывала ситуацию на стройке. Они после этого звонили строителю в гневе и давали ему по шапке. И каждый раз, то есть после того, как я приезжала, каждый раз он получал от заказчиков. И в какой-то момент он мне даже сказал: Наталья Джан, сколько вам платят заказчики, чтобы вы приезжали на стройку? Давайте я вам буду платить больше, чтобы вы просто не приезжали сюда. Это было замечательное предложение. Я уже думала было соглашаться. Ну, что ж такое предлагают-то раз в жизни, наверное. Но не тут-то было, он все-таки начал стройку. И начал монтаж этих молдингов. И это на 140 квадратных метров заняло еще месяц. Поэтому вы должны понимать, что если вы хотите вот такие молдинги на стенах, то приплюсовывайте к ремонту еще какой-то срок, потому что это увеличивает продолжительность ремонта. Поскольку по всей этой квартире спроектирована канальная система вентиляции, работа с молдингами осложняется еще и ей. Все вот такие инженерные штучки должны быть встроены в эти молдинги. Вот, например, вот здесь вот выходит в галтеле решетка вентиляции. Она металлическая, она очень аккуратно встроена и достаточно аккуратно смотрится. Но я знаю, что у многих, кто хочет совместить и сложную инженерную систему дома, и какие-то другие там, может быть, вопросы по электрике, и вот такие вот молдинги, возникают проблемы непреодолимого практически характера, потому что очень сложно иногда бывает совместить и красоту, и функцию. Вот здесь вот это получилось. В Инстаграме я очень часто читаю вопросы типа: Наталья, а фотообои это уже не модно? Кстати, вот мой Инстаграм, подписывайтесь и задавайте туда вопросы. Вот такого характера и другого характера. Так вот, фотообои это не модно, это все еще актуальный инструмент для работы с интерьером и с оформлением интерьера. Но вот что нанесено на эти фотообои, это уже другой вопрос. Очень многие считают, что фотообои уже не в моде, потому что в 90-х, там, 80-х очень у многих были фотообои на стенах с изображением там кирпичиков, с изображением водопадов, леса или пляжа и других каких-то вот таких вот абсолютно конкретных предметов. Но если вы хотите использовать фотообои в своем интерьере, то я рекомендую вам выбирать абстрактные изображения или какие-то текстуры. Вот, например, как здесь. Вот это вот срез камня, увеличенный. И он здесь очень хорошо работает с пространством, он здесь практически полностью заменяет картину. Это очень хороший прием. И вы можете использовать фотообои для таких вот целей, и у вас будет из-за этого красивый интерьер. Но вся фишка в том, чтобы использовать абстрактные изображения. В принципе, даже город можно использовать на фотообоях, но если он будет весь какой-нибудь закоцанный, заблюренный, условный, не конкретный, а условный, вот тогда фотообои будут очень хорошо работать в вашем интерьере. А в спальне другой срез камня. Очень красивые фотообои. Напишите в комментариях, как вам вот такие вот фотообои. Нравится? Мне очень. К спальне примыкает хозяйский санузел, и здесь очень красивая плитка. Она называется «Слезы счастья заказчицы». Она очень приятная на ощупь, у нее такой выразительный рельеф, в общем, она очень красивая. Здесь еще будет люстра в скором времени и полки вот здесь вот. А вот тут вот скоро появится ограждение для душа с дверцей. Выходя из хозяйской ванной и сделав 2 шага, можно попасть в хозяйскую гардеробную. Гардеробные – это такие пространства, которые, конечно, наполняются в последнюю очередь, и в данном случае это именно тот случай. Очередь до них еще не дошла. И здесь еще есть дверь, которая отделяет зону хозяев от остальной части квартиры. То есть у них такая приватная собственная зона. Выходя из этой двери, попадая в коридорчик, можно еще зайти в постирочную. Это тоже самое такое последнее заведение,
куда доходят руки у заказчиков обычно. И еще здесь есть один санузел. Он для детей и для гостей. Диагональная укладка доски. Вот здесь вот инженерная доска. Я вообще не очень часто так делаю в проектах, потому что диагональная укладка пола требует большего расхода материала. При обычной укладке, параллельно стене, вам необходимо покупать 5% запаса, а при диагональной – 10%. А также потому, что диагональная укладка пола искажает пропорции помещения. Но в данном случае именно таким искажением я выравнивала пропорции комнаты, сжимала длинную диагональ и удлиняла короткую, визуально приближая помещение к более правильной и гармоничной форме – квадрату. Так что в некоторых случаях диагональная укладка может быть не просто интересной и необычной, а именно полезной. Во всех комнатах, где инженерная доска должна соединяться с плиткой, четко под дверью между ними уложен пробковый компенсатор с лакированной поверхностью, и за счет этого стык выглядит идеальным. Напишите в комментариях свои вопрошания и восклицания, интеллигентно ставьте пальчик вверх и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. До новых встреч, всем дизайн!